Полная история Земли. Возникновение жизни на Земле – одна из величайших загадок природы. Уже не первое столетие ученые спорят о причинах появления живых организмов и условиях, которые привели к возможности их зарождения. Также многих ученых беспокоит вопрос наличия жизни на других планетах. Но пока обнаружить на просторах Вселенной еще одну заселенную планету никому не удалось. Значит ли это, что только на Земле сложились необходимые условия, или наши технологии не позволяют заглянуть достаточно далеко в глубины космоса, где, возможно, тоже кипит жизнь? Пока эти вопросы остаются без ответа, нам стоит получше понять, что стало причиной зарождения жизни на нашей планете и, как следствие, появления на ней человека. Для начала нужно выяснить, как же появилась сама планета и как сложились именно те климатические и геологические особенности, состав атмосферы и воды, а также прочие условия, при которых развитие растений и животных стало возможным. Подписавшись на наш канал, вы сможете первыми узнавать о появлении новых роликов об эпохе динозавров и о развитии жизни на нашей планете. А при помощи лайков и комментариев наши зрители могут делиться мнением о поднимаемых на канале вопросах. Сочетание всех условий, необходимых для зарождения жизни на планете, можно считать достаточно случайным. В начале существования Солнечной системы множество факторов удачно сложилось для получения такого результата. Если бы хоть одно из этих событий завершилось по-другому, то, возможно, Земля сейчас была бы населена совсем другими существами или не была бы населена совсем. Ученые считают, что до появления Солнца на месте нашей звездной системы располагалась так называемая досолнечная туманность. Она представляла собой сгустки облаков из газов и космической пыли, но где-то неподалеку с этой туманностью взорвалась сверхновая. Этот взрыв заставил туманность начать сжиматься. Через миллионы лет в эпицентре этого сжатия образовался плотный сгусток, называемый протосолнцем. Вокруг него, постоянно вращаясь, располагался тонкий диск из газа и пыли. Примерно 4,5 миллиарда лет назад, на разном расстоянии от Солнца, под действием гравитации началось формирование планет. Они образовались из притянувшихся друг к другу твердых и газообразных веществ. Тогда Солнце уже было достаточно горячим, но его энергии не хватало для начала процесса ядерного синтеза внутри самой звезды. Зато оно могло растопить весь лед на ближайших к себе планетах и испарить с них газы, вроде водорода и гелия. Тогда как более далекие от светила планеты остались холодными и сохранили на своей поверхности газы и заледеневшую воду. Внутри пояса астероидов образовалось большое количество маленьких объектов, каждый из которых мог стать новой планетой. Под действием гравитации эти зародыши планет постоянно сталкивались друг с другом. После одного из таких столкновений от будущей Земли откололся большой кусок, который через миллионы лет стал Луной. За границей пояса астероидов планеты, на которых остался лед, обзавелись крупными ядрами и начали быстро расти в размерах, притягивая более мелкие объекты. Именно эти планеты мы сейчас знаем как планеты-гиганты, входящие в Солнечную систему: Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Через полмиллиарда лет солнечное ядро сжалось и нагрелось настолько, что в нем начался процесс ядерного синтеза. Это привело к постепенному упорядочиванию орбит каменных планет, находящихся вблизи звезды. Изменение орбит далеких от Солнца газовых гигантов проходило не так гладко. По одной из версий, Юпитер и Сатурн начали смещаться к центру звездной системы. Это заставило оставшиеся крупные планеты сдвинуться еще дальше от Солнца. В другом сценарии движение Юпитера изменило орбиту Марса, что в свою очередь нарушило порядок вращения остальных близких к Солнцу небесных тел. Некоторые ученые выдвигают теорию, что изначально газовых гигантов было не 4, а 5. В процессе смещения эту пятую планету, которая уступала остальным гигантам в размере, притягивала то к одной из них, то к другой. Такое перебрасывание либо вытолкнуло планету за пределы Солнечной системы, либо отодвинуло ее на самую окраину, и на самом деле в нашей звездной системе есть еще одна до сих пор не открытая планета. Эти перемещения вызвали бомбардировку всех планет кометами и астероидами. Именно с ними на Землю попал лед, благодаря которому на нашей планете образовались моря и океаны. Через миллионы лет в воде зародилась земная жизнь.
На начальном этапе своего существования Земля была разогрета примерно до 2000 градусов Цельсия. Она представляла собой поверхность, полностью покрытую раскаленной магмой. В ее атмосферу в большом количестве выделялись углекислый газ и метан. Именно они стали причиной постепенного охлаждения планеты и появления океанов. Постепенное осаждение углекислого газа в виде силикатов ослабило парниковый эффект. Температура на поверхности Земли упала примерно до 40 градусов. Водяные пары, присутствующие в атмосфере планеты, превратились в воду. Существует множество теорий о способе зарождения первых клеток и появлении живых организмов. Одна из них, даже вполне обоснованно, доказывает, что жизнь на нашу планету была принесена из глубин космоса. Эксперименты, проведенные космонавтами на Международной космической станции, доказали, что современные микроорганизмы способны длительное время находиться в открытом космосе. Но пока никто не нашел места, откуда эти первые микроорганизмы прибыли на нашу планету. Большинство ученых сходятся во мнении, что первые клетки все же образовались на Земле. Это могло произойти примерно 2 миллиарда лет назад, в зонах вулканической активности или в океанических геотермальных источниках. В течение миллионов лет эти клетки учились соединяться в более крупные формы, а также взаимодействовать друг с другом и с окружающей средой. Примерно миллиард лет назад на поверхности Мирового океана появился первый полноценный живой организм. Это были микроскопические водоросли, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощали углекислый газ и выделяли в атмосферу кислород. Они буквально заполнили весь Мировой океан, беспрестанно выделяя огромное количество кислорода. Появление в атмосфере планеты такого количества кислорода снизило температуру воздуха и земной коры. Но в это время образовались первые земные континенты и сформировались магнитные полюса планеты. Эти изменения спровоцировали несколько ледниковых периодов и прочие катаклизмы, которые длились почти 1,5 миллиарда лет. В это время пространство вне Мирового океана оставалось непригодным для жизни, но в его глубинах появлялись и пытались развиваться новые виды живых организмов. В частности, тогда на Земле появились первые медузы. Период относительного спокойствия наступил примерно 540 миллионов лет назад. Это время считается началом Кембрийского периода. Он ознаменовался появлением огромного количества новых живых существ. Это явление ученые назвали Кембрийским взрывом. Следующая за докембрийским периодом эра названа Палеозойской. Этот период характеризуется появлением большого количества самых разнообразных форм жизни и 2 массовыми вымираниями. А самое важное, что произошло в Палеозое, это выход жизни на сушу и расселение растений и животных по всем континентам. В Кембрийский период атмосфера была еще сильно насыщена азотом и углекислым газом. Суша была непригодна для жизни, но в морях и океанах того времени жизнь процветала. Множество видов моллюсков, медуз, червей и членистоногих, а также полипов, губок и водорослей заполнили весь Мировой океан. В тот период среди живых организмов выделились те, кто начал охотиться на остальных, то есть произошло разделение на хищников и их жертв. В связи с этим обе группы были вынуждены начать активно развиваться. Одни обзаводились более эффективными приспособлениями для охоты, другие наращивали броню и учились маскироваться. В это время на суше, представленной 2 континентами вблизи Южного полюса, можно было обнаружить лишь редкие колонии бактерий, выживающих практически на голых камнях. Первый этап ордовикского периода, который стартовал 488 миллионов лет назад, ознаменовался грандиозной катастрофой для всего живого на планете. Ученые предполагают, что причиной стал взрыв сверхновой недалеко от нашей планеты. Волна гамма-излучения, образовавшаяся в результате этого события, уничтожила на Земле почти все живые организмы. Следствием также стало начало первого ледникового периода. Но выжившие растения продолжили вырабатывать кислород, который постепенно вытеснял азот из атмосферы. К окончанию ледникового периода континенты, расположенные в южном полушарии, объединились. Именно этот новый континент стал домом для первых вышедших на сушу растений и животных. 416 миллионов лет назад начался Девонский период. Главным достижением эволюции живых организмов в этот временной отрезок стало освоение суши. Оно растянулось почти на 60 миллионов лет. Считается, что сначала на сушу выбрались морские растения, обитавшие в зонах прилива. Из этих водорослей со временем получились первые мхи и папоротники. Они населили берега океана.
Дальше их семена были занесены вглубь континента. Через несколько десятков миллионов лет из останков растений на поверхности суперконтинента Пангея сформировалась почва. Вслед за растениями на сушу выбрались моллюски и членистоногие. Рыбам, чтобы комфортно себя чувствовать вне воды, сначала пришлось научиться дышать атмосферным кислородом. Так на Земле появились первые амфибии. Расселение растений по суше имело отрицательные последствия. Теперь они выбрасывали в атмосферу все больше кислорода. Это привело к увеличению его концентрации и в воде. Многие подводные жители не смогли приспособиться к новым условиям. Можно сказать, что теперь, по сравнению с началом эры, подводный мир просто вымер. Следующий период, несмотря на продолжающееся развитие животных, стал наиболее благоприятным для растительного мира планеты. Примерно 360 миллионов лет назад все континенты были покрыты тропическими лесами. Из останков растений того периода образовались огромные пласты каменного угля. Период назвали каменно-угольным. В животном мире можно отметить развитие амфибий, превратившихся в рептилий и окончательно расставшихся с водной средой. Последний период палеозойской эры называется Пермским. Именно на территории современного Пермского края обнаружено большое количество останков животных, которые населяли планету в то время. Период, начавшийся примерно 300 миллионов лет назад и длившийся чуть более 50 миллионов лет, стал одним из самых продуктивных в плане появления новых видов животных. За это время появились первые пресноводные рыбы и насекомые, а главное, от рептилий отделились предки современных млекопитающих. Повышение вулканической активности, вызванное столкновением тектонических плит, привело к самому массовому вымиранию в истории планеты. Климат стал значительно холоднее. Лучше всего приспособиться к этим изменениям получилось у небольших рептилий, но самым важным для нас стало выживание маленького, покрытого шерстью зверька – двинии. Именно это существо дало шанс на дальнейшее развитие млекопитающим. После пермского вымирания на планете сохранилось около 15% видов животных и растений. Хладнокровные рептилии, умеющие впадать в анабиоз и тратящие меньше энергии, быстрее всех адаптировались к новым условиям и на много миллионов лет стали хозяевами планеты. Так началась мезозойская эра. Ее с уверенностью можно назвать эпохой динозавров. Она разделена на 3 геологических периода – Триасовый, Юрский и Меловой. В начале Триасового периода предки динозавров ничем не напоминали известных нам гигантов. По размерам они были сопоставимы с современными собаками. Вся поверхность суши в то время была покрыта тропическими лесами. Температура воздуха в любом уголке планеты составляла около 40 градусов. В этих условиях рептилиям комфортно существовать и размножаться. Правда, в отсутствие большого количества еды и пресной воды они оставались достаточно маленькими. Зато появились виды, которые пытались ходить на 2 конечностях или отращивать крылья, или осваивать моря и океаны. Правда, в конце периода случилось очередное вымирание, но оно не было таким массовым, как предыдущие. В юрском периоде единственный континент Пангея раскололся на 2 более мелких части – Лавразию и Гондвану. Движение сопровождалось появлением большого количества трещин земной коры. Эти трещины заполнились пресной водой, породив большое количество рек и озер. Произошел резкий скачок в развитии растений. С появлением большого количества пищи начали увеличиваться в размерах травоядные динозавры. Как раз в это время появились такие виды, как брахиозавры и диплодоки. Вслед за ними пришлось расти и хищникам. Это, в свою очередь, дало начало новому витку гонки вооружений между травоядными и хищными видами. Одни обзавелись броней и шипами, как стегозавры и анкилозавры, другие вырастили зубы и когти, как аллозавры и древние крокодилы. Летающие динозавры в это время отрастили перья для более комфортного освоения воздушного пространства и охоты на насекомых и предков птиц. В конце юрского периода не было никаких катастроф и катаклизмов. Это позволило динозаврам остаться на вершине пищевой цепочки и продолжить править миром. Меловой период стал самым настоящим расцветом эволюции динозавров. Несмотря на то, что континенты продолжали делиться и планета постепенно принимала привычные нам очертания, климат на ней существенно не менялся. В это время появились первые теплокровные рептилии. Многие ученые считают, что это первый шаг к зарождению интеллекта.
И если бы не очередная катастрофа, то у динозавров был бы шанс создать свою разумную цивилизацию. А млекопитающие так и остались бы на вторых, а может быть и на третьих ролях. Но, к несчастью для динозавров и, к счастью для млекопитающих, Земля столкнулась с гигантским метеоритом. Он положил конец эпохе динозавров, которая длилась 230 миллионов лет. Поднявшееся в небо пылевое облако вызвало наступление ядерной зимы. В течение тысячи лет на Земле практически не осталось не только динозавров, но и большинства растений. Вымирание уничтожило 80% всех живых организмов. Но млекопитающие смогли выстоять и продолжить развиваться. Наступившая кайнозойская эра стала эпохой доминирования млекопитающих и появления людей. В память о гигантских ящерах на Земле остались лишь покрытые перьями птицы. Млекопитающие наконец-то смогли вылезти из своих нор и начать занимать жизненное пространство, оставшееся после исчезновения динозавров. Кайнозойская эра разделена на два периода. Примерно 65 миллионов лет назад начался третичный период. Континенты окончательно отделились друг от друга и заняли свои нынешние места. Как всегда, после длительного похолодания климат на всей планете стал жарким и влажным. На всех континентах суша покрылась тропическими джунглями. Но теперь эволюция в разных частях планеты пошла разными путями. Одно неизменно – все животные начали резко увеличиваться в размерах. Леса населили гигантские кабаны и крысы размером почти с современного человека. Тогда же появились обезьяны, которым суждено было стать предками будущих хозяев планеты. В океанах жизнь тоже в очередной раз начала свое возрождение. Появились гигантские акулы-мегалодоны и хищные киты-левиафаны. Постепенно климат становился суше и холоднее. На смену тропическим джунглям пришли лиственные леса и саванны. Многие гигантские животные исчезли. Им на смену пришли предки современных волков, медведей и тигров. На огромных травянистых равнинах паслись бесчисленные стада копытных животных. В том числе на этих территориях обитали шерстистые носороги и мамонты. Но главное, из лесов вышли и начали осваивать хождение на двух ногах предки людей. Прямохождение и необходимость освоения новых навыков выживания поспособствовали росту мозга и развитию интеллекта. Примерно 5 миллионов лет назад на Земле появились первые люди. Они были во многом похожи на нас, но с некоторыми отличиями. Тем более, что и в развитии человека имеется несколько параллельных ветвей. Климат на планете продолжал становиться все холоднее, полюса в очередной раз начали покрываться толстым ледяным покровом. Замерзание воды привело к понижению уровня мирового океана. Между континентами появились сухопутные мосты. Это помогло расселению животных и людей по всей планете. Из Африки они попали в Евразию, оттуда через Берингов пролив в Америку. Но продолжающееся похолодание вызвало наступление очередного ледникового периода и вымирание многих видов. В начале четвертичного периода, который длится последние 2 миллиона 700 тысяч лет, вся жизнь сосредоточилась в районе экватора. Оледенение периодически сменялось периодами оттепели, и все живые существа то начинали расселяться от экватора в сторону полюсов, то снова отступали под натиском ледников. Это закончилось примерно 10 тысяч лет назад. Ледники отступили к полюсам окончательно. После этого ничто не мешало людям расселиться по всей планете. В процессе завоевания территорий они уничтожили многие виды животных, переживших ледниковый период. Но на самом деле этот пятый ледниковый период еще не закончен, и мы живем в период очередной межледниковой оттепели. Те 10 тысяч лет, что люди находятся на вершине пищевой пирамиды, ничто по сравнению с эпохами существования тех же динозавров или животных палеозойской эры. По меркам эволюции мы только начали свой путь. Никто не гарантирует, что люди смогут приспособиться к очередному изменению условий жизни на планете. Правда, у людей есть одно неоспоримое преимущество перед видами, которые жили на Земле раньше. Это интеллект. Но им еще нужно правильно воспользоваться, чтобы предсказать грядущие неприятности и правильно к ним подготовиться. Другими словами, чтобы обеспечить дальнейшее выживание и развитие человечества, стоит приложить усилия в этом направлении уже сейчас. И тогда, возможно, люди смогут править планетой даже дольше, чем динозавры. Благодарим за то, что вы досмотрели это видео до конца. Если вам хочется подробнее узнать об эпохе динозавров и о других периодах развития жизни на Земле, то вы можете изучить другие ролики на нашем канале.